Всем привет, с вами Pixel, мы продолжаем играть в игру под названием Зубы, ребятки. И сегодня мы с вами находимся на тестовом сервере. И сегодня мы наконец-то посмотрим новый игровой режим, который добавляет разработчики в игру. Я, правда, не могу сказать, когда он выйдет, в точный момент времени, но сейчас я вам его покажу, расскажу. И мы, в общем, узнаем, что же это такое. Ну, давайте вот прочитаем, тут небольшая справочка по нему есть. Игроков 14, то есть здесь в игровом режиме будет 2 команды по 7 игроков. И за каждое убийство вы будете получать 1 очко. Ну и кто, как говорится, по очкам побеждает, тот и побеждает в итоге в бою. Вот такой вот простой достаточно режим, да. Но имеет он, конечно, свои особенности. Перед тем, как зайти в этот режим, мы возьмем сборочку на Никса. Сразу скажу, режим специфический, в нем есть ограничения, непонятные штуки. В общем, такой себе, знаете, они как бы взяли вот битву, блин, забыл, как называется, королевскую битву, и ограничили ее, и добавили механику вот этих очков. И это как-то смотрится очень кривовато, и как-то так... Надеюсь, разрабы, короче, допилят его когда-нибудь, но сейчас мы выбираем сборку. Во-первых, запоминайте, что нужно брать для этого режима, это зубы вампира. Неважно, как у вас персонаж, вы должны их взять в любом случае. Почему? Потому что в режиме количество аптечек ограничено. Да, вы можете воскрешаться, это основная механика режима, то есть вы умерли и воскресли буквально через 5 секунд. Поэтому зубы вампира самое лучшее. Бинт тоже, вот 2 предмета на любом персонаже теперь уже должны быть в этом режиме конкретным образом. Опять же, для Никса можно, конечно, взять феромоны, но это слишком будет имбово для этого боя, поэтому мы этого делать не будем. Возьмем сборочку на максимальный урон и максимальный отхил бесконечный, да, ну и что-нибудь. Я, правда, не знаю, там у нас будет как бы зоопарк ограничен, я вам сейчас это все, конечно, покажу. И что брать еще как вариант, там сложно сказать. Вот реально, 3 предмета это как раз для этого режима лучший вариант. Можно взять косточку, это чтобы отойти, отхилиться. Но я бы все равно взял феромоны, но мы их брать не будем. Поэтому, наверное, все-таки... Кстати, коладреналин там бесполезен, его не берите. Давайте возьмем, ну ладно, пусть будет... Давайте бицуху возьмем, затестим как раз. А то я не тестил бицуху, будет интересно увидеть. Итак, вот она, наша сборочка, имба-сборочка, да, как всегда. Сейчас, ребятки, вот это все пройдет. Я, к сожалению, на вот это повлиять не могу, но само вылезло, я как бы такой, ну да, о чем мне. Самое то, самое время. Все, отправляемся в режим. Вот он, 7 игроков, вы и еще 6 может быть в команде. Я так понимаю, тут можно еще вообще 9 сделать, да? Ну, так, для разрабов. Как бы окошек там хватает. Как всегда. Итак, ребятки, мы загружаемся. Вот такая вот музычка играет. Вот моя команда, да, видите разграничение. Вот команда противников. Я специально набил рейтинг повыше, чтобы вам показать, что же будет... ну, как бы, когда легендарные боты будут, да? То есть у нас не легендарные боты, у нас сейчас боты просто на 2К рейтинга, чтобы они сильные были, в общем, вот. Мне это так нравится, смотрите, лучший игрок плюс 2 рейтинга, победа плюс 1. То есть можно еще быть лучшим игроком, но это уже потом посмотрим статистику. Да, тут впервые в зубе появляется послебоевая статистика. Таймер у нас 4 минуты. Смотрите, какие боты жесткие, а? Побежали. Да. Кстати, первый уровень боты, которые вот были со мной, они были настолько неадекватные. Они вот здесь вот торчали в центре и ничего не делали. А эти, смотрите, уже побежали и начали замес устраивать. Ё-моё. Какие жесткие. Так, ну вот, первый килл готов, как бы. Делаем киллы, получаем вот эти зачетики прекрасные. Вообще ботов бы еще поубивать ради аптечек, но думаю, не сегодня. Блин, душные боты. Походу я не успел золотать аптечку. Ну ничего, мы еще живы. Опа, тут легендарный бот был, видали? Ну или то, что от него... он резается. Просто я когда играл, там была такая ситуация, что боты, они как бы закончились и все. Сейчас, как вы видите, боты еще резаются до сих пор. Капец, какие душные, противнички. Аптечку я в этот раз залутал, у нас еще лев. Лев очень имбовый будет в этом режиме, запоминайте, да, персонажи, которые будут слишком имбовыми в режиме. И используйте их. Ну, заметьте, на них 7 у меня хп еще не закончилось. Я как бы отхожу, хилюсь. У нас уже 7 киллов жестких. Дона сейчас будем убивать. Все дела. Делаем это качественно, красивенько. Можно даже лишний раз похилиться. Но боты ресаются. В прошлый раз они не ресались, ну, это радует. Потому что я думал, ну, если боты ресаться не будут, то все, габелла как по режиму. А нет, ресаются. Но без зубов вампира, без, наверное, все-таки каких-нибудь предметов, как... ну, что там? Не помню. Ой-ой-ой, какой замес, надо аккуратнее быть. А то я сейчас могу где-то кинуться. Опа, даблкил, сюда. Так, ну, аккуратнее себя ведем, особо не целимся, конечно.
Пока что. Там у них 2 орла, кстати, в команде. Интересно будет, а что будет, если взять 7 орлов? Блин, сборки, конечно, можно топовые придумать для этого режима. Must-have, знаете, ну 7 орлов залетают и все, и нету противников. Или, не знаю, 7 крабов. Ну, короче, выглядит это заманчиво. Режим новый, это, конечно, кайф. Заметьте, бицуха набивается. Все дела. Мощная, красивая. Ну, у нас 15 очков есть. Вроде бы, если не ошибаюсь, тут максимально нужно набить... сколько? 24 вроде бы очка, и игра закончится, то есть если вы это раньше сделаете, ну ведь видите, вот, заполняется шкала. Так, ну пока что мы тут доминируем неплохо так. Кролика добить бы. Ого, с инструментами, прям как моя команда в зубе. Ничего неожиданного. Ну, кстати, вот видите, боты перестали резаться. Вот раньше они резались, теперь перестали, все-таки они перестают резаться. Видимо, это какие-то на первые там 2 минуты игры они резаются, а потом все. Потом одна команда уже получает нереально жесткое преимущество, фулл золотой дроп. Хотя, как вы заметили, я еще лук золотой не достал. Ну, в общем, хотя нет, смотрите, вот один ботик кто-то прибежал. И, правда, непонятно откуда. Но 1 килл остался, 25 киллов нужно сделать по итогу. Получается. Блин, Коли Скипи с этим, это, конечно, жестко. Ну и вот она, победка, ребятки. 10 киллов мы сделали, сейчас вам покажу после боевую статистику. Опа, видали? После боевая статистика в зубе. Первый раз такое вижу. Класс, да? Еще бы урон показывала, было бы вообще, наверное, классно. Но урон в этот раз не показывает, то есть вы получаете MVP, вы получаете за это больше рейтинга в этом бою, да? Ну и вот, команда ваша тоже, она что-то да показывает. В принципе, для этого режима, я думаю, Никс это лучший вариант. Ну, Никс везде лучший вариант, конечно же. Но... можно сейчас, кстати, взять кого-нибудь другого. Обзор матча. Давайте продолжим. И еще раз зайдем в этот режимчик и попробуем еще раз развалить этих прекрасных ботов. Ну, вы видели, боты классные. Дерутся красиво, динамично, все дела. Кого же выбрать? На самом деле, я не знаю. Я пока что по новым персонажам выбрать вам, наверное, не смогу, потому что они там как-то заблокированы сейчас на тестовом сервере. Поэтому такие дела. Ну, можно взять, к примеру, Фэй. Давайте затестим эту имбу здесь. Хотя, блин, волк... Не, ну волк слишком... Вот заметили, там слишком замесы были динамичны. То есть стоять, накидывать в этом замесе просто лютое количество урона, это вот Фэй могет, это вот круто для нее будет. Опять же, какие персонажи здесь будут тащить, я думаю, вам понятно. Вот всякие бобры, змеи, вот такая вот всякая имбища, да, лютая. Джейд, Луи там, возможно. Акул, мне кажется, будет летать быстро. Кенгуру очень будет жестко развалить. Жираф, кстати. Толпа жирафов будет красивые, да? Ну, в общем, давайте возьмем пантерку. Точнее, не пантерку, давайте возьмем Фэй и за нее тоже пройдем этот режим. Я сейчас быстренько снаряжу, установлю рейтинг, и мы пойдем в режимчик. Итак, ребятки, мы продолжаем. Сейчас будем выбирать сборочку на Фэй. Ну, тут как бы тоже без вариантов. Берем стандарт, который нужно брать. И один предмет у нас еще целый остается. И чтобы взять? Опять же, вот я говорю, 3 предмета это стандарт для этого режима. Хотя у некоторых персонажей не то гранаты, я им сочувствую очень сильно. У них вообще проблемы с выбором. Можно взять кофе. Кстати, вначале будет неплохим вариантом для этого режима, потому что бой идет 4 минуты, а кофе у нас действует 6 секунд. То есть 1 минуту у вас жесткое преимущество из 4. Чтобы набрать силу всей команды, ну, всей командой, да, и потом задоминировать, тут кофе теперь становится интересным предметом. Вот видите, разрабы все-таки режимами этими делают некоторые предметы более полезными. Клонский нос, конечно, не нужен, щитки не нужны. Бицуха, конечно, ну, давайте возьмем бицуху чисто по фанчику, чтобы было красивенькая, мощная Фэй, все дела. Ну и вот она, сборочка готова. Ну что именно со мной это? Можно не душить. Зуба, пожалуйста. Ох уж это Зуба, как всегда. Ладненько. Давайте отменим и наконец отправимся в новый режим за Фэй. Я опять же убрал первобытный инстинкт, точнее я их не открывал. Да что мне так везет-то? Странно очень, первый заход в режим, а у меня почему-то ошибка выбивает. Хотя, когда я первый раз тестил, мне ничего не выбивало, ошибку никакие. Ну, в общем, такие дела. Кстати, вот это значение, почему 2 рейтинга мне дается, это потому что у меня сейчас там 5000 рейтинг на Фэй, да? А на Никсе был 10 тысяч рейтинг, ну просто сбросился сейчас. И поэтому такие значения, ну для них вот такие вот параметры, наверное, рассчитаны. Хотя не знаю, как можно было рассчитать параметры для 5К рейтинга. Это интересно. У нас, кстати, в команде, видите, вот никого еще не показывает, а вот в команде противника показывает вот этих ребят. Кстати, можно вообще выйти за территорию, я так понимаю, или нет? Нет, вроде нельзя ходить. Вроде нельзя. Ну ладно. У нас в команде получится Джейд, Луи, а у них 2 пингвина. Интересно, если взять 7 пингвинов, будет слишком душно или нет? 2 Луи, Хамелеон. Блин, у нас команда по ХП достаточно слабая, вот у них тоже слабоватая. Ну, еще Никс у нас. А Никс, кстати, это хороший вариант, потому что Никсы... Блин, надо было ботинок взять. Точно, вот я тупанул.
Что же надо было брать, так это ботинок. Ну ладно. О, кстати, ник, заметьте, на 1600 рейтинга попался. Так, ну сначала лутаем максимум того, что можно залутать. Интересно, как на ботов работает штучка разная. Ой-ой-ой. Ля, какие опасные, ля, какие опасные. Вы шо душите? Не душите никуда, я хочу жить. Мне еще рано душиться. Видали, просто пингвин через меня пролетел, такой дерзкий. А чё вас так много? Тут я хочу жить. А где моя команда? Помогите, Аптечка есть, фух, я забыл про нее. Так, сейчас просто убегаем. Быстренько лутаем, что здесь есть залутать. Отойдет. Да ну видели, он утащил. А самое обидное, знаете, что это то, что вы уже не сможете отжать у него этот дроп, потому что уже все. Так, ну пока что бахаем. Ой, я кого-то убил. Отлично. Так, пока что бахаем. Смотрите, боты как-то себя ведут очень странно. Такое ощущение, что они будут резать. Ой, по луту все проблемно очень. Блин, а чё? Как-то динамичный замес очень не получается сдалека стоять накидывать. Может, надо дальше отойти, не знаю. Бахаем просто в толку, по сути, а толку мало. Ну, урон я как бы делаю. Даже киллы где-то делаю. Правда, с этими предметами очень такое себе делать урон и киллы. Так, ну, поэтому бахаем, Джейта добиваем. Фламингосика кого-нибудь тоже добиваем здесь. Все, мы вроде задоминировали тут. Неплохо так. Проблема в том, что лута нету. Да, один золотой лук и все. Вот суть пока что режима вот в этом заключается очень плохая, потому что лута маловато, он быстро теряется. Ну, то есть, как, он не быстро теряется, он просто теряется. Луи у нас забрал легендарный копье, ну, конечно, кто же еще, не я же. Когда они это успевают делать, я не знаю. Монстры. Так, Кенгурусик, ты куда собрался? До свидания. Так, закидываем все, что есть. Опять же, нужно не забывать бахать на фей. А тут просто сверху пришел. Вот тоже и в режиме есть такая возможность. Легендарный бот второй пришел, офигеть. Просто приходить с другой стороны карты и как бы разваливать. О, видали, мне бот оставил легендарную гранату. Прикольно. Сейчас зацарим. Ух, понеслась. Ух, сейчас пойдет. Смотрите, какая гранатка, а. Боты, кстати, появились почему-то, не знаю почему. Может, они все-таки появляются снова. Ну, короче, очень странно. Тут золотая граната у нас есть. Ну, это не важно, в принципе. Блин, воду оттолкнули. Так, сейчас добиваем противников. А, как же целиться не хочется. Как же не хочется целиться. Пингвина добиваем, бота добиваем. Нужно немножко в дистанцию, наверное, поиграть. Акула, кстати, добил, офигеть. С такого расстояния. Не, жирафы будут сильные в этом режиме. О, смотрите, бот ресается. Еще один, третий легендарный бот на карте. Жестко. Интересно, как они определяются, вот этот вот момент с ресом? Блин, можно собрать фул легендарного монстра. Представляете себе режим? Офигеть. Сюда подошли. О боже мой. Какой же имбалансный режим. Да. Ну, вот такие вот дела, ребятки. Вот такой вот режим. Еле-еле я убрал себе топ-1. Были здесь всякие сильные Гомеры на Луи, да? Роман, Гомер, Кельвин, ладно. В общем, вот такой вот интересный режим. Мне нравится, очень динамичный, очень веселый. И, по крайней мере, здесь просто нужно, бегать, нажимать кнопочки. И это классно. И заметьте, теперь вроде как, возможно, с помощью этого режима можно будет устраивать какие-нибудь клановые бои. Почему? Потому что две команды есть? Есть. Очки есть? Впихнуть их в какой-нибудь клановый бой, как бы активацию, да? Вроде бы как реализацию можно сделать. То есть вы понимаете, логично. Это, кстати, не намек, я не знаю, что будет в зубе. Инфы у меня никакой нету по поводу кланов. Поэтому это чисто предположение, но предположение интересное. Я думаю, оно себя покажет в будущем. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Вот такой вот новый режим. Да, веселый, интересный, заманчивый. Надеюсь, он скоро появится у нас в зубе. Такие дела. Не болейте, не скучайте. Всем пока.